Стрелец, 2024 год. Я приветствую вас, мои дорогие стрельцы, на канале Таро Эспирационе. Давайте узнаем через Таро расклад, гороскоп, что нам пообещают карты или как видят для вашего знака зодиака 2024 год, колода Золотого Таро. И мы посмотрим в этом видео именно то, что касается вас лично, какой-то вашей личной истории, как в отношениях, как про любовь посмотрим, отношения в социуме, посмотрим общение в целом, ваш мир собственности, то есть материальное благо, то, чем вы владеете, наконец 2023 года или начало 2024, и что будет потом, каков будет прогресс. Мы узнаем, каковы неожиданности, посмотрим на карьеру, как амбиции ваши будут ли удовлетворены, вопросы власти и вопросы ваших достижений. Первую карту мы достанем. Она будет где-то характеризовать, как и вас самих в этом 24 году, так и, может быть, фон какой-то, да, как настроение. Ну, что-то ж нам подскажут карты. Давайте узнаем. Итак, для стрельцов 24 год. Паж мечей, тем не менее, не самая крупная карта, но вот обратите внимание, в этой колоде у нас еще почему-то изображен, что интересно, я не видела ни в одной из колод, только здесь, как будто золотой телец парит, есть какой-то материальный подсмысл, может быть, есть какая-то история с материальной составляющей или финансовая какая-то история, когда мы, может быть, либо столкнулись с человеком или с людьми, когда было обещано одно, по факту получили другое. У кого-то это может быть, ну, даже как разбирательство через, может быть, судебные инстанции или еще какие-то варианты, может быть, и медиаторство. Но есть прогресс в чем? Мы как будто решаем этот вопрос, и у нас какая-то, может быть, дилемма заканчивается. И мы с более такой уверенностью в самом себе можем приступить к каким-то другим вопросам. Эта карта нам говорит о том, что мы не должны собой рисковать. И вообще по пажу мечей это когда со знаком плюс проигрывается, когда мы хотим докопаться до истины, узнать какую-то тайну, разобраться в том или ином вопросе, когда мы должны быть более осмотрительны вот так вот в целом, ведь это нам на весь 24 год, когда лучше потратить время на консультацию, предположим, с юристом, с адвокатом, с людьми, знающими, как разрулить, допустим, или решить какие-то дела или какие-либо вопросы, когда мы не оставляем белых пятен, которые бы могли нам в последующем, ну, где-то сыграть в минус. Есть по этой карте и другой момент, пусть не в этой колоде, но называется «Борец без причины», это еще карта, то есть характеризует тех людей, которые нас где-то провоцируют на конфликт. Или нам пытаются, может быть, что-то доказать или преподать как истину в последней инстанции, какую-то мысль или дело. Одним словом, нас к чему-то склоняют. Видимо, правильно в целом сориентироваться по обстановке, где-то себя подстраховывать на 24 год. Но я бы еще сказала, не бросаться с места в карьер. Сначала надо обдумать. И как бы, знаете, прекрасен не был на первый взгляд план, нужно, видимо, рассмотреть какую-то свою материальную составляющую, свою, может быть, выгоду напрямую перед тем, как действовать. Или, извините, есть такое выражение, не самое красивое, но очень точное. Перед тем, как во что-то ввязываться, мои дорогие стрельцы. Давайте мы достанем еще одну карту. Шикарно. А вот есть паж и кубков. Вот, видимо, разного рода будут предложения или разного рода события. Есть то, от чего мы должны как будто отказаться и себя подстраховать. Но есть еще и другие моменты. Посмотрите, какая красивая карта. Это приятные эмоции, это вдохновение, это карта радости. У кого-то вопросы, связанные с детьми, которые вас порадуют. У кого-то объяснение в любви. Предложение руки и сердца может проиграться. Но опять же, материальная составляющая. Если здесь у нас телец словно парит в небе, да, и это прообраз материализма какой-то, а здесь у нас рыба, посмотрите, выглядывает из кубка, и это тоже один из символов благополучия, денег, вот всего того, что и карта-то сама по себе изображена достаточно богатая, когда и эмоции,
Ну и как будто для кармана тут тоже нас что-то будет радовать. Вот такая двойственность года. Есть, может быть, и какая-то ложка дегтя, но есть и, несомненно, то, что нас вдохновляет. Какие-то радости, бонусы, счастливые какие-то возможности, что-то, как, знаете, хорошее настроение в целом. Ну, наверное, год большой период достаточно. Давайте мы посмотрим мир собственности ваш или материальная составляющая. Начнем мы с 23-го года, кто меня сейчас смотрит, или начало 24-го. Какова ситуация для вас? 20-й аркан. Это, знаете, как своего рода итог или то, что по судьбе, вот мы еще говорим, да. Это карта возрождения, очень добрая карта избавления от боли, от страданий. И здесь прорисовка идет такая более древняя прорисовка. Буквально здесь нам говорят о том, что уже то, что было прежде, оно не имеет какого-то значения. По этой карте мы подводим итог, может быть, как раз 23-му году. И у нас совершенно новые какие-то будут планы уже на 24-й год. Давайте мы посмотрим, что еще. Тут как будто у нас все случается по судьбе. А по этой карте, посмотрите, это карта праздник после победы. И поэтому, если мы говорим на материализм какой-то, мы смотрим, да, на доход, на деньги, то здесь у нас все стабильно. Значит, словно высшие силы, мои дорогие, назовите это и так, или судьба всегда, когда выпадает старший аркан, это значит, какое-то событие происходит, когда, ну, все случается вовремя, и открываются какие-то новые возможности. даже если для вас 2023 год был достаточно такой турбулентно непонятный, то, скорее всего, самое окончание 23-го или начало 24-го уже подарит как и уверенность, так и новые возможности, когда вы, стрельцы, уже победители, и у вас все под контролем. Четверка, ведь это всегда какая-то надежность. Давайте мы узнаем, как будут разворачиваться дальше события. Посмотрим, достанем еще карту. Вот не стоит рисковать всем тем, что уже вы где-то имеете на начало 24-го года. Будь то это ваше окружение из людей, которым мы можем доверять, которые с нами могут этот праздник искренне разделить, или вашу должность, или ваши какие-то материальные блага. Здесь это все надо сохранять, потому что развиваться или в процессе 24-го года по карте Луна будет еще много каких-то неопределенностей, неожиданностей. Сама по себе карта неожиданностей. И нам говорят, не делай больше одного шага за раз. Значит, где-то не потратиться, коль уж мы где-то на деньги смотрим, на имущество, движимое, недвижимое. Но риск, мои дорогие стрельцы, должен быть исключен. Может быть, отчасти, поэтому нам выпадает карта Паж мечей, и нам говорят докопаться до сути, до правды. Идея, которую нам могут предложить, она может выглядеть как угодно. Но это не значит, если нам подают как какой-то вау-проект, что это на самом деле где-то так и есть. Будьте реалистами, с чем-то не должно быть просчета. Ну а что же дальше? Тогда к чему все это идет? Но так или иначе, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Нам показан профессионал, который буквально делает деньги. Это у нас 8 монет или 8 пентаклей. Когда мы занимаемся тем, что нам нравится, и нам приносит это доход, и этот доход растет, наш профессионализм растет, наша экспертность растет, чем бы вы тут ни занимались. То есть то дело, которым мы занимаемся, и оно нам нравится, вот этот момент тут тоже очень важен. И, значит, и доходы будут где-то тоже в какой-то прогрессии расти. Вы останетесь довольны, понимаете? То есть материальная составляющая для вас, стрельцы, она как раз более чем со знаком плюс. И значит, если есть даже неожиданности, год, достаточно немалый период, вы их как-то сумеете обойти. Давайте мы с вами посмотрим на общение, на социум. Что нам скажут карты на 24 год? Вот так. Вы императоры, мои дорогие стрельцы, у вас очень прочная позиция, и это сама по себе карта власти. Видимо, к вам будут обращаться за советом. И, кстати, карта говорит нам сразу о том, что береги все то, что ты достиг, все то, что ты имеешь. Знай как будто себе цену, но при всем при том, что к императору он как будто распределяет, да, или он властвует, это еще накладывает определенную меру ответственности. Для кого-то проиграется, что
ну, помимо вашей экспертности или вашего признания какого-то, даже в окружении, даже, может быть, это касается родственников, соседей, каких-то знакомых, вы люди достаточно и выглядите статусно, и отношение будет такое же к вам, и, может быть, если люди, мы говорим, могут обращаться за советом, все-таки у вас карта император, могут обращаться за тем, чтобы отчасти и втянуть в какое-то дело. Глядя на вас, кому-то может показаться, ох, деньги есть, дай-ка я подговорю на какой-нибудь проект. Поэтому с собой не рискуем и сами с собой как будто в согласии должны быть. Но энергии таковы у императора именно в этой колоде, обратите внимание, как будто лев, а лев это прообраз нашего эго. Он находится рядом с императором. Чаще император, ну так без льва изображается, как будто его самостоятельная какая-то мощь больше подчеркивается. А здесь именно эго как будто рядом с нами, и мы с ним в согласии. Мы себе не навредим. Понимаете, видимо, какой-то импульс, вот то, что как раз по прообразу льва идет, или эго, он должен быть исключен. Где-то придется, ну, может быть, избавить обороты для того, чтобы сохранить свой статус, свою экспертность, свои какие-то возможности. Может быть, отчасти, давайте достанем еще одну карту, где-то и не транслировать свои возможности. Давайте посмотрим. Для кого-то из вас, это я всегда называю, когда выпадает карта туз мечей, и в этой колоде карта у нас меч держит ангел, как будто покровительство высших сил. Мы можем какой-то сложный выход из лабиринта найти. Сама по себе, вот эта карта, я так называю, она, эта характеристика, как раз она наиболее точно описывает, что же может быть по этой карте. Видимо, есть такие моменты, когда с кем-то либо приходится разбираться, либо где-то вам, чтобы сохранить свой статус, вы пересмотрите собственное окружение. Для кого-то из вас это будет в целом еще означать, что я получил новую должность, и у меня теперь другой круг общения. И мне даже хочется быть среди других людей. И как будто это, знаете, совсем другая ступень от той, которой вы были прежде. Значит, в 2024 году вы не просто какие-то свои личные достижения воплотите в жизнь, а построите карьеру. В целом вы сами где-то изменитесь, и это изменит ваш ближайший круг общения. Он как будто будет другой, потому что то, что прежде, может быть, вы закрывали глаза, но вам уже не было интересно. Здесь вы придете к выводу, что, ну нет, какие-то как будто из связи вы можете словно отрезать. И это будет для вас своеобразный выход из лабиринта, когда время мы не будем тратить, или каких-то лишних ненужных разговоров не будет, или когда не будет каких-то скользко-мутно непонятных людей в вашем окружении. Вот это, скорее всего. Император, он только так и действует. В первую очередь на самосохранение и сохранение всех своих амбиций, все то, что у него есть. Давайте мы с вами посмотрим любовь, мои дорогие. Нечего добавить. Выпадает вот одна карта на другой, да, если мы говорим избавление от боли, от страданий, 20-й старший аркан, или какие-то прежние разочарования заканчиваются. Это как, знаете, пороговое такое значение, видимо, на конец 23-го, начало, может быть, 24-го года вы можете ощущать вот этот свой жизненный выбор или чувствовать интуитивно, что что-то меняется. И у вас выпадает карта императрицы. Для кого-то девочки, женщины, это может быть год, когда вы станете матерью, или вообще будут вопросы материнства для вас важны. Но помимо этого, даже если меня смотрят мужчины, значит, это для вас будет какая-то очень важная женщина в вашей жизни. Или в целом это карта благополучия, достатка, изобилия, процветания. С другой стороны, воплощение наших идей в реальность. Это тоже имеется в виду, потому что императрица, она плодовита, и имеется в виду вот та мысль, которая у нее зародилась как какой-то инсайт, она потом воплощает в жизнь. Вот, видимо, даже какие-то свои устремления, которые прежде, может быть, были на паузе, или вы думали, нет, это у меня не получится осуществить. А вот в 2024 году все реально.
статусная, как и карта сама по себе. И посмотрите, у нас ведь выпадает император и императрица. Личная жизнь, мои дорогие стрельцы. Карты недвусмысленно говорят, уделите ей внимание, любви. Может быть, вот как раз через любовь, может быть, кто-то встретит пару. У нас не случайно здесь Паш выпадает, все-таки кубков. Я бы сказала, для вас личная жизнь. И будет где-то отчасти вот эта надежность, уверенность, стабильность, когда не я один или одна, а когда нас двое. Вот подумайте, все зависит от вас. Давайте я еще одну карту достану на личную жизнь. Вы можете даже вместе куда-то совершить переезд, мои дорогие. Посмотрите, шестерка мечей. И даже если вы будете менять как будто профессию, да, или менять будете работу, сферу деятельности, скорее всего, ваши взгляды будут разделять, вас будут поддерживать, правда? То вот такие доверительные, волшебные отношения, это только можно мечтать. И как будто, вот смотрите, стрельцы, я до вас сделала много раскладов уже, да, для других знаков зодиака. Но вот именно вот в таком сочетании, когда мы словно с партнером заодно. И тут, когда у нас и 20-й старший аркан, словно по судьбе мы говорим, и сразу праздник выпадает после победы. Вот такого или приблизительно такого сочетания как бы не было ни у кого. У каждого понятно по-своему, но я бы сказала, с учетом парности карт император, императрица, с учетом пажа кубков, обратите внимание на личную жизнь, на любовь, потому что можно, ну, наверное, нет предела тому, что вы можете вдвоем запланировать и осуществить. Или когда в одиночку я что-то планирую и осуществляю. Да, в одиночку вы тоже много проектов сумеете, как будто воссоздать в реальности. Но я бы все же сказала, что какое-то иное качество жизни в 2024 году для многих из вас с хорошим таким прогрессом и продолжением. Когда у меня все на своих местах, когда я сам спокоен или спокойна, и где-то у меня все распланировано. А если есть какие-то недочеты, какие-то шероховатости, ну так, увы, бочка с медом без ложки дегтя не бывает, но это не меняет какой-то фон событий или как-то не перекручивает вашу жизнь в другую сторону. Больше надежности, это правда. И самореализации. Вот, видимо, личная жизнь и самореализация. Такое впечатление, что одно другое будет дополнять. Для кого-то из вас, если вы люди творческие, отчасти ведь эта карта о чем говорит? У кого-то может быть, когда я меняю, допустим, прежде работал, ходил или ходила в офис, в организацию, а тут я буду заниматься удаленной работой. Может быть, это будет фриланс. Для кого-то из вас будет интерес вообще к науке, как бы, да, и вот эта вот система IT-технологий, вам захочется себя попробовать реализоваться. И на самом деле это не нужно 5 лет сидеть в университете и что-то долго изучать. Тут достаточно навыков и постепенно самосовершенствоваться для того, чтобы получить профессию. И кого-то из вас график, режим работы будет устраивать дважды. У кого-то будет релокация офиса, и вы, может быть, вместе с парой куда-то поедете. А кто-то из вас может как раз куда-то отправиться и там встретить свою вторую половинку. А для людей в паре, да тут все прекрасно. Давайте мы посмотрим так. Работа, творчество. Хотя нам уже где-то об этом сказали. Что для вас 24 год? Но, видимо, уйти вот от этой тройки мечей. Почему вот я сказала, как будто личная жизнь и планы творческие на работу. Это все вместе, как профессиональный рост, карьера, так и любовь для вас будет означать, ну, как будто взаимосвязь есть какая-то. Для того, чтобы уйти от разочарований. Давайте мы посмотрим работу творчества еще. Выбор какой-то вам придется, видимо, делать. И знаете, в целом, видимо, вот для вас будет, стрельцы, важна или важен тот человек, который разделяет ваши взгляды, кто к вам относится искренне. Не за то, что вы можете, допустим, решить какие-то вопросы, или сами по себе человек, ну, такой статусно грамотный, да, хотя, конечно, это тоже всегда привлекает людей, а именно вот ваша душа.
ваша искренность, ваша открытость миру. Вот как будто вам такой же под стать человек нужен. И тогда ваш дуэт, он будет волшебным. Я бы сказала, не переносить какие-то прошлые разочарования вообще ни на личную жизнь, ни на работу. Как будто нужно уйти вот от этой тройки мечей, себя словно не ограничивая. Нам говорят, что мы можем застрять, не сумев сделать выбор какой-то, не сумев увидеть новые возможности. Вот есть такой риск. Мы сможем вот так вот сидеть, как будто пригорюнившись. И посмотрите, у нас карта показывает, сидит человек и скрестил руки на груди. Это как символ защиты. Я закрылся от мира, я ничего не хочу. И в результате из тройки мечей выходит двойка мечей и опять скрещенные руки на груди и два меча еще вдобавок. И мы-то вот из этих двух мечей должны сделать выбор. Вот этот выход из лабиринта. По сути дела так. Нам какая-то закрытость, вам, мои дорогие стрельцы, будет мешать для того, чтобы как быть счастливым. Или встретить свою, если вы один или одна, встретить человека, который разделяет ваши взгляды, которому вы будете дороги, который будет дорог вам, единомышленников каких-то найти, так и добиться чего-то. Мы можем, значит, где-то соскользнуть в эти эмоции и где-то там застрять. У кого-то, ведь это мы смотрим на работу и творчество. Может быть, прежний проект не получился. Ну так и оставьте прошлое в прошлом. Тут ведь ситуация по тройке мечей, которая была давно, она не теперь, не в 24 году, но мы ее словно можем перенести, и весь год у нас как-то пойдет вот в таком темноватом фоне. Будьте внимательны. Давайте мы достанем карту. Карьера, амбиции. Так, что-то тут у нас перевернулось. Тройка монет, но тут мы проходим жизненный экзамен, но это правда. А кто-то пойдет учиться, и в последующем мы как будто эти знания можем переложить на практику, заработать больше денег, что бы тут ни было. Один пойдет на права учиться, да, и правда вы будете более востребованы, если вы умеете водить автомобиль, а кто-то пойдет языки учить. И это тоже будет бонус к вашей профессии, чем вы можете заниматься, как-то будто мы расширяем наши возможности, в последующем нам это тоже приносит деньги. И еще эта карта может говорить, мы проходим жизненный экзамен, оставляем что-то прошлое именно в прошлом, словно переоценку ценностей какую-то совершаем. И здесь у нас еще выпадает карта башня. Это, может быть, свидетельствует о том, что была какая-то разрушающая ситуация, может быть, на работе, или что-то вас не устроило категорически, и вам из-за этого пришлось искать работу буквально. Или вы понимаете, что я не добьюсь каких-то высот, или меня не ждут какие-то достижения по тому месту работы, которое у меня было. Там мне как будто все ясно, понятно, по сути дела, там башня, там как будто темновато, там нечего строить, там все разрушено. Или в какой-то той системе я себя не найду, и мне нужно что-то другое. Такое тоже может быть. Но давайте, тем не менее, я сама достану эти карты. Самое главное, вот не сидеть пригорюнившись. Значит, есть такой риск, раз нам две карты именно на работу говорят. И почему вот, наверное, эти карты и перевернулись. Давайте так, ваши достижения. Продолжается тема девятка мечей, и ведь это карта того, чего нет. Нам говорят, что нам страхи, как и сомнения, будут искажать реальность. Вот то, о чем я только что говорила. И из этой темноты нужно выйти. Реальность, она другая. И посмотрите, какие вам светлые, красивые карты выпадают, и насколько девятка мечей просто темнота. Вот из какой-то темноты нужно выйти, в себе не сомневаясь. Давайте посмотрим, что же еще по достижениям. И у нас сразу как будто лед тронулся. Это уже у нас рыцарь жезлов. И это как карта скорости, перемещений. Значит, только стоит захотеть стрельцу, появится, правда, как и люди, которые
может быть, как предложения вам какие-то, или на какую-то мысль вас натолкнут, а вы для себя продолжите эту мысль, наведете какие-то справки, и вполне вероятно какое-то новое, ну, получится у вас как новый вид деятельности, или что-то вас заинтересует. По этой карте мы как будто можем отправиться в путешествие, или, в принципе, мы можем что-то изменить в своей жизни, потому что есть всегда словно инсайт, посыл. По этой карте это карта скорости, карта перемещения, как вам кто-то может приехать, или вы куда-то поедете. Может быть, как раз контакт с человеком каким-то, который вас поддерживает, будет означать какое-то новое начинание. Все-таки есть элемент того, что либо нас куда-то приглашают, либо мы сами куда-то отправляемся. И это мы смотрим на достижения, на работу, на ваши амбиции, на карьеру. Давайте, как же карьера будет для вас развиваться дальше. Не забывайте отдыхать. По десятке жезлов нам говорят, если ты за любую как будто работу берешься сам, у тебя рано или поздно будет ситуация, как эмоциональное выгорание. И поэтому эта карта призывает делегировать часть наших обязанностей, как минимум рутинных, переложить на кого-то, и как будто свою энергию не распылять в разных направлениях. Видимо, для того, чтобы построить карьеру или добиться чего-то, нужно, вот как выбрал направление, и вот в этой где-то стезе, конве добиваться своего. Не должно быть как сомнений, не должно быть какой-то разрозненной рассеянности по данному вопросу. И что тогда, если мы это преодолеваем? Вы сразу преодолеете где-то, ну, по крайней мере, если строить карьеру, то тогда решится и материальный вопрос. У кого-то из вас по карьере, знаете как, не настаивайте на какой-то своей точке зрения. Нас ведь могут где-то, ну, не разделять наши взгляды, и люди не должны их разделять на 100%, потому что у каждого своя какая-то, ну, свое видение, ситуация, обстоятельства, обстановки. Не должно быть, знаете, как какого-то недопонимания. Для вас будет, в принципе, взаимопонимание с людьми, или вот как по карте император, да, нам уже ведь сказали, в принципе, что вот прообраз эго – это лев, и он рядом находится с императором, как будто император с ним договорился, да, он не педалирует какое-то свое мнение. Вот, видимо, не настояв на своем, для вас в 2024 году будет означать больше популярности, больше вашей силы. Вот каким-то образом так. Но есть возможность, что сами можете что-то разрушить, если что-то будете педалировать на своем. Ну, вот есть такое. Несколько карт об этом говорит. Тут как бы и замыкаться-то нельзя. И когда вот уперся во что-то одно, и мы себе говорим, например, вот будет или так, или никак. Вот и будет никак. Понимаете, вот какой-то, ну, смена парадигмы, смена шаблона должна произойти. Иначе какие-то возможности вы будете или можете упустить. Вот для вас это важно. И тут будет взаимосвязано как и должности, как и карьера, как и деньги, как и хорошее настроение, так и открытость миру. Вот подумайте, как это может проиграться для вас. А нам ведь выпадает карта-то ведь императора в самом начале. Поэтому все зависит от того, насколько мы готовы внести коррективы, может быть, в самих себя, сообразно той обстановке, которая уже изменилась вокруг вас. Вот, по сути, тот же самый выбор. Нам выпало 2 пажа. Один мечей, а второй паж кубков. Есть выбор между какой-то остротой момента, да, когда мы, я говорила, карта бунтарь без причины, что-то доказываем, и между лояльностью. Так вот, в таких энергиях мы добиваемся большего. Примите это к сведению. Давайте мы достанем карту неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Это могут быть как люди. По 5 мечей это первая победа, когда, опять же, прежняя ситуация, вот все то, что я сейчас говорила, она может повториться. И неважно, мы если сменим работу,
примеру, да, но где-то остаемся в тех же энергиях. Мы повторим какой-то прошлый печальный опыт. Вот мы не должны его повторить. Мы никому ничего не доказываем. По пятерке мечей это не значит, что если мы промолчали, это значит, мы со всеми согласились. Нет, мы просто отступаем полшага назад, чтобы не увеличивать дистанцию конфликта. Нейтралитет для вас будет очень важен. А вот если кто-то нас словно на словесную дуэль вызывает, значит, не поднимайте эту перчатку, не участвуйте, ну, в каких-то разговорах, которые потом, они не имеют какой-то почвы под собой, они только вас словно могут вот в такую душевную отчасти темноту или в какие-то сомнения повергнуть, да и не принесут ни денег, ни славы, ни почестей, а одни какие-то ненужные мысли и глубокую философию. Посмотрите, ни одна карта об этом нам говорит. И началось-то с пажа мечей. Значит, вам это важно услышать, мои дорогие стрельцы. Где-то себя придется так корректировать. Давайте мы узнаем, что важно знать для вас. Не торопитесь. Привести мысли в порядок. Вот правда, если была пятерка у нас мечей, то теперь четверка мечей. Нам ничто не угрожает. У кого-то это будет, что важно знать. Если все-таки четверка мечей выпадает именно как знания необходимые. У кого-то, если вопросы касаемо здоровья выйдут на повестке дня, то тут нужно или вас как недомогание какое-то внезапно посетит, или из-за усталости иногда такое проигрывается, да, когда мы, ну, может быть, в много вопросов каких-то включились, и в итоге, ну, организм, иммунитет падает, и недомогание нас может буквально уложить в постель. Поэтому в целом к самому себе быть внимательным. У кого-то из вас, если мы в этом напряжении или где-то эмоциональный наш фон тоже не очень благоприятен или какие-то споры вокруг нас, они нам не добавляют, ну, где-то психологического здоровья тоже. Поэтому и говорят, приведи мысли в порядок и как будто сложи оружие. Вот по этой карте. А если нужна консультация специалистов, иногда проходят, как совет по этой карте, удели отдых, как и своему отдыху, как и своим мыслям, так и своему телу. Видимо, для вас это будет тоже важно. А давайте мы с вами посмотрим, что скрыто. Вот радоваться жизни, быть счастливым. По королю кубков, правда, часто это придворные карты двора означают супругов или нашу пару. И король кубков, для него, как, наверное, как у мага, возможность переключаться между двумя энергиями. Он ни на чем на своем как будто не настаивает. Он умело взаимодействует с людьми. И в центре внимания это чувство или личная жизнь, и второе это материальная составляющая, какие-то блага. И если про любовь, про чувства нам говорят, то там больше нежности, душевности, ну, каких-то приятных эмоций. Но если дело требует какого-то точного рационального подхода и математического подсчета, от быстро переключится на другие энергии король кубков и будет заниматься только тем вопросом, уже исключая всяческие эмоции. И тоже это сделает хорошо. Вам где-то придется отношения, финансы вот маневрировать, балансировать вот на этой траектории и обязательно подумать о личной жизни. Нет того, что скрыто, но мы сами можем, как будто от того, как мы построим свою жизнь, от того, как мы себя где-то внутренне, на что вот мы организуем, такое качество жизни мы и получим. Но все в нашей власти. У короля кубков часто энергетика похожа как на карту мага, потому что он именно может, ну, вот так ловко переключаться между двумя очень важными сферами нашей жизни. И где-то и вам карты об этом. Помните, мои дорогие, на личной жизни посмотрите, сколько карт у вас выпало. И у вас выпала пара император и императрица. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.